Дорогие рукодельницы, рада приветствовать вас на канале Улина Нитка. С вами Уля. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, ставьте свои реакции и пишите комментарии, потому что ваша активность стимулирует развитие моего канала, и это мотивирует меня делать больше полезных видео на канале для вас. В сегодняшнем видео я хочу представить вам мастер-класс на джемпер детский, который я связала недавно для своей крестницы. Связан он регланом сверху, но есть определенные нюансы, так сказать, изюминки, о которых я вам, конечно же, расскажу в мастер-классе. Давайте познакомимся с этим изделием поближе. Связано изделие на рост 110, может быть даже подойдет до 116. Это примерно 5-6 лет, в зависимости от того, какой ребенок. Потому что, как мы знаем, да, на возраст ориентироваться сложно, потому как дети разного возраста бывают разной комплекции, разного роста. Пряжу для данного изделия я использовала вот такую Fibra Natura Donna в 3 оттенках. Здесь в 50 граммах 115 метров. Но мой мастер-класс не привязан к конкретной пряже, конкретной плотности. Я всегда даю расчеты, и вы можете выполнить эти расчеты по моему мастер-классу и связать изделия по вашему размеру, согласно вашей плотности, не привязываться к моим параметрам. Для вязания изделия нам потребуется пряжа. У меня это мериносовая шерсть от Fibra Natura Donna. В 50 граммах 115 метров. Подойдет также пряжа метражом где-то от 100 до 125 метров в 50 граммах. Также потребуются следующие инструменты. Спицы номер 4 для вязания основного полотна. Номер 3,5 для вязания резинки, номер 3 для обработки горловины. Подойдут также спицы номер 2,75 или 3,25 для резинки. Также нужен будет крючок или трикотажная игла для того, чтобы спрятать кончики нитей. Плотность вязания у меня 2,5 петель в сантиметре и 3,2 ряда в сантиметре. Для того, чтобы определить плотность вязания, необходимо связать образец лицевой гладью, постирать, высушить, отпарить, а затем уже посчитать количество петель, разделить на длину в сантиметрах, посчитать количество рядов и разделить на высоту в сантиметрах. Я буду вязать изделие на размер 110-116 примерно. Нам потребуется также снять мерки. Мерки моей модели вы видите на экране. Это обхват головы, обхват груди, обхват бедер, обхват шеи, обхват плеча. Обхват плеча измеряется по плечевому суставу. Длина рукава от подмышечной впадины и длина изделия от горловины спинки или от 7-го шейного позвонка. Рассчитаем число петель для набора. Для этого обхват головы необходимо умножить на 0,8 и умножить на плотность вязания в петлях. Умножить на 0,8 это равносильно тому, чтобы отнять 20% от обхвата головы. У моей модели обхват головы 52 сантиметра. Я умножаю на 0,8 и затем умножаю на плотность вязания в петлях. У меня это 2,5 петель в сантиметре. И получается у меня 104 петли. Это значение должно быть четным, поэтому если у вас получилось нечетное количество, то значит округляем до четного значения в большую или в меньшую сторону по правилам арифметики. Далее регланных линий у меня будет 4 по одной петле.
в общей сложности 4 петли. Эти 4 петли я отнимаю от общего количества петель. Из 104 петель вычитаю 4 регланных петли, и получается у меня 100 петель. Теперь это количество мне необходимо разделить на 8 частей. 100 петель делю на 8, и получается у меня 12 петель, и в остатке 4. На спинку у меня пойдет 3/8 этого количества. Это получается 36 петель. Наперед также 3/8, 36 петель. И на рукава по 12 петель на каждый рукав. Это 1/8 и равно 12 петель. Остаток я поделю поровну на спинку и перед. У меня 4 петли. Я к спинке прибавлю 2 петли. Получится у меня 38 петель. И к переду также прибавлю 2 петли. У меня получится также 38 петель. Далее выполним предварительную разметку. Для этого я сделала вот такой схематический рисунок горловины и регланных линий. Вот у меня их 4. Регланные линии у меня по одной петле занимают. Вот так вот. Всего 104 петли. И предварительно на спинку у меня 38 петель, на перед 38 петель и по 12 петель на рукава. Для того, чтобы изделие правильно и красиво сидело в плечевой зоне, нам необходимо вывязать росток, скос плеча и углубление по спинке. Начнем с углубления по спинке. Как правило, в более простых вариантах вязания реглана вяжут вот таким вот образом. Это спинка, ну а перед здесь получается идет углубление. И здесь может образоваться на спинке складка, лишнее полотно, и смотрится это не очень красиво. Давайте, пускай это будет перед, вот так вот, да, по переду мы вывязываем вот такое вот углубление, побольше обычно. А по спинке нам тоже нужно вывязать углубление, но оно будет поменьше, чем по переду. Ну и в конструкции реглана очень важно также, для того, чтобы не образовалось вот здесь в подмышечной впадине ненужных складок, лишних складок, да, чтобы там не собиралось лишнее полотно, нужно, чтобы регланные линии четко шли в зону подмышечной впадины. Вот так. И ритм прибавлений нам нужно будет высчитать также, чтобы эта линия была направлена именно в зону подмышечной впадины, ни выше, ни ниже. Скос плеча также необходимо вывязать для того, чтобы не образовалось лишние складки, лишнего полотна в зоне подмышечной впадины, чтобы изделие сидело правильно по фигуре и чтобы его комфортно было носить. Если провести горизонтальную линию вот так вот по уровню самой высокой точки, вот начала плеча, вот она, и от точки начала шеи, как правило, где вот у нас горловина начинается, и вот если мы проведем
вот такую вертикальную линию, то это и будет скос плеча, то есть высота скоса. Высоту скоса можно посчитать по формуле, можно воспользоваться таблицей, усредненными данными, а можно измерить самостоятельно. Если подойти к стенке и попросить кого-то обвести вот этот вот участок, вот так вот, потом на бумаге прочертить вот эту вот горизонтальную линию и измерить это расстояние. Я в своем мастер-классе буду использовать усредненную мерку. Теперь росток. Вот смотрите, если я вот так вот изображу наше изделие в профиль, вот он наш свитер. Существуют вертикальные и горизонтальные мерки. Вертикальные мерки, да, это мерки, которые мы снимаем. Вот у нас, высота, да, это высота. Вот высота того же скоса плеча, высота или длина изделия, да, мы ее снимаем вот таким вот образом, сверху вниз. Горизонтальные мерки, соответственно, это обхват груди, да, вот он, обхват груди у нас, ширина спины, обхват талии, обхват бедер, это все горизонтальные мерки. И между ними существует баланс. Вот если мы возьмем и измерим расстояние от 7-го шейного позвонка, да, вот это расстояние, то есть иными словами это высота спинки, и если мы измерим высоту переда, вот получается от края плеча вот так вот, да, она измеряется. Ну и по спинке также можно от края плеча измерять. И мы заметим, что между ними будет разница. Вот эта разница и есть росток, который необходимо вывязать для того, чтобы изделие также правильно сидело по фигуре. Если росток не вывязать, то в этом случае изделие будет тянуть назад. То есть получится как бы условный шов, да, он будет где-то вот здесь. Он будет постоянно тянуть назад, и горловина у нас будет тоже вот так вот подниматься вот сюда. Это очень некомфортно. А нам важно, чтобы плечевой шов вот у нас условный, да, вот так вот, если по рукаву он идет вот так, плечевой шов, чтобы он был на месте. И горловина тогда никуда не денется, и изделие будет носить комфортно. И сидеть оно будет по фигуре правильно. Далее рассчитаем высоту углубления по переду и по спинке. Для этого обхват шеи, в данном случае в моей модели 28 сантиметров, я делю на 6 и прибавляю 1 сантиметр. 28 сантиметров делю на 6 и прибавляю 1 сантиметр. И получается с округлением в меньшую сторону я округлила, взяла целую часть 5 сантиметров. Эти 5 сантиметров перевожу в ряды. Умножаю на плотность вязания в рядах. И получается у меня 16 рядов. Углубление будем вывязывать укороченными рядами, поэтому мне необходимо эти 16 рядов разделить на 2. Получится 8 разворотов. Росток для данного возраста у меня будет составлять 2 сантиметра. Этого вполне достаточно для ребенка такого возраста. Умножаю также на плотность вязания в рядах.
Получается у меня 6 рядов. И эти 6 рядов делю также на 2, получается 3 разворота. Мне необходимо будет сделать для вязания ростка. За время вывязывания ростка и углубления горловины спинки к петлям спинки прибавится по 3 петли, поскольку у меня будет всего 6 рядов. И в каждом лицевом ряду я буду делать прибавление. Соответственно, всего добавится 6 петель. Значит, необходимо количество петель спинки и переда скорректировать, поскольку мы по переду никаких прибавлений на этом этапе делать не будем, и у нас количество петель будет разное. Вот чтобы сравнять, мы, значит, это количество прибавленных петель, у меня получается 6, делим на 2 части. Половину мы отнимаем от петель спинки и половину прибавляем к петлям переда. То есть из 38 петель спинки я вычитаю 3 петли, получается 35 петель по спинке, а к петлям переда я добавлю эти 3 петли. Получится 41 петля. И таким образом я распределю петли уже с учетом данной коррекции. По спинке у меня будет 35 петель, а по переду 41 петля. Я нанесла на схему новые значения и теперь рассчитаю количество петель для разворотов. Для этого петли спинки разделю на 3. 35 петель разделю на 3. Получится у меня 11 петель и 2 петли в остатке. Этот остаток пойдет в середину, а 11 петель у меня будут вот здесь по краям. То есть я буду отсчитывать в общей сложности 11 петель. У меня планируется по 3 разворота, поэтому мне необходимо эти 11 петель разделить на 3 части. Ну, количество такое, что не делится ровно на 3 части. И распределять я буду следующим образом. Я возьму не 11, а 10 петель, то есть уменьшу их на 1 петлю. И таким образом у меня получится здесь вот по краям 10 петель. Дело в том, что у меня по рукавам 12 петель, и я хочу закончить где-то на 2 петли раньше, вот здесь вот, да, регланной линии. Вот, чтобы у меня эти развороты были все-таки ближе туда, к спинке. Поэтому возьму по 10 петель и распределю их так. Здесь будет у меня первый разворот через 4 петли. Здесь будет 3 петли. И здесь тоже 3 петли. И в обратном порядке по рукаву. 4, 3 и 3. Здесь точно так же. 4, 3 и 3. А между ними получится у меня 15 петель. Вот здесь по спинке. Мне такой вариант нравится больше. И теперь по переду 41 петлю разделю на 3 части. Это получится 13 петель. И в остатке 2 петли. И эти 2 петли остатка у меня пойдут вот сюда, прибавиться к этим петлям. Вот так вот пишем, да, плюс 1 петля. То есть 13 петелек, это у меня будет вот здесь, получается. В середине остаток получится вот 13, а здесь по краям вот 13 плюс 1, это будет по 14 петель. Вот таким вот образом. И распределять буду так. Вот это расстояние мне нужно будет поделить еще на 3 части. Вот таким вот образом. И
в первой части от рукава вот здесь у меня будут единички. Здесь в следующей части у меня будут двойки и тройки. Двойки и тройки. И здесь оставшаяся часть. Вот это расстояние, да, вот это оставшаяся часть петель будет. Распределим наши петли. Значит, в первой части, получается, у нас будут вот тут единички. И единичек у нас получится, смотрите, 14. Мы поделим на 3. Это получится 4 петли. И в остатке опять у нас 2 петли. Первая часть это у нас будут единички. 4 единички. Во второй части это двойки и тройки. И третья часть остаток. Это мы еще будем корректировать, это не окончательный вариант. Значит, единички пока что оставляем, а вот вторая часть, двойки и тройки, у нас тут получается 4 петли, это получается 2 двойки, да, во второй части, 2 двойки у нас выходит. 2 и 2. И здесь получается остаток 2 петли. И можно еще у единичек одну петлю вот так вот забрать. И получится у нас троечка здесь для более плавного такого перехода. А единичек у нас будет тогда не 4, а 3 единички. Оставим вот так. 3 единички. И оставшаяся часть это у нас 4 петли. Считаем все, что у нас получилось. 3 плюс 2 это получается 5 плюс 2 7, 10 и 14. Все верно, у нас получилось 14 петель. Теперь нанесем эту разметку непосредственно на схему. Значит, здесь у нас будут 3 единички, 1, 1, 1. Дальше у нас пойдут 2 двойки, 1, 2, 1 тройка и 1 четверочка, вот до серединки. И точно так же с другой стороны в обратном порядке. 3 единички, 2 двойки, 1 тройка и 4 петли. Вот такое распределение у нас получится. Сначала будем вывязывать скос плеч при помощи укороченных рядов. Начинать будем от первой регланной петли. Сделаем прибавление и провяжем 4 петли по спинке. Затем развернемся и по изнаночной стороне провяжем петли спинки и захватим еще 4 петли рукава. Снова развернемся и по лицевой стороне провяжем петли рукава, провяжем петли спинки и захватим еще 3 петли спинки. Снова развернемся и по изнаночной стороне провяжем все петли спинки, петли рукава и захватим еще 3 петли рукава. Развернемся, провяжем еще один лицевой ряд и захватим еще 3 петли спинки. Снова развернемся, провяжем изнаночный ряд и подхватим еще 3 петли рукава, последние. Далее в этом месте мы будем разворачиваться и провяжем по лицевой стороне вот такой вот длинный ряд к следующему рукаву и захватим 4 петли рукава.
Снова развернемся и провяжем изнаночный ряд, в котором захватим 4 петли спинки. Далее разворот, вяжем петли спинки, петли рукава и провязываем следующие 3 петли. Разворачиваемся, вяжем изнаночный ряд, все петли рукава, петли спинки и провязываем еще 3 петли спинки. Лицевой ряд, провязываем все петли спинки, петли рукава и подхватываем последние 3 петли рукава. Затем разворачиваемся, вяжем изнаночный ряд, петли рукава, вяжем спинки и подхватываем последние 3 петли спинки. Здесь мы закончим. Это у нас будет последний изнаночный ряд. Скосы плеч мы, получается, вывязали и одновременно вывязали углубление по спинке. Приступим к вывязыванию углубления по переду. Мы остановились на спинке и будем разворачиваться, вязать лицевой ряд. И захватим первую петлю по переду. Развернемся, провяжем изнаночный ряд, захватывая петли рукава, спинки, и вот уже по второму рукаву двигаемся, провязываем все петли рукава и провязываем еще одну петлю по переду. Все это время, когда мы вяжем лицевые ряды, мы делаем прибавление вдоль регланных линий. Далее разворачиваемся, вяжем лицевой ряд. Также вот эти все петли рукавов, спинки, все захватываем, все провязываем и продвигаемся еще на одну петлю по переду. Снова разворачиваемся, изнаночный ряд, еще одну петлю захватили, лицевой ряд, еще одну петлю захватили. И так мы вяжем укороченными рядами до тех пор, пока не провяжем все петли переда до центра. И вот в последний разворотный ряд захватываем последние 4 петли по изнаночной стороне, разворачиваемся и уже вяжем по лицевой стороне круговые ряды. Вот так вот. Вяжем по кругу, уже в расчетном ритме прибавляем петли вдоль регланных линий. Это может быть ритм в каждом втором ряду, может быть в каждом третьем или в каждом четвертом, в зависимости от того, как у вас по расчетам. И на данном этапе также рекомендую пересчитать все прибавления, которые сделаны вдоль регланных линий за время вывязывания углублений по спинке и переду. У меня получается за 16 рядов углублений по переду и 6 рядов ростка прибавилось к переду 16 петель, а к спинке 22 петли. Итого у меня получается по переду и по спинке по 57 петель. А к рукавам у меня прибавится 22 петли. Итого по рукавам у меня получится по 34 петли. И вот когда уже все пересчитано, все правильно, можно вязать дальше, продвигать кокетку. Спицами номер 3,5 наберу 105 петель. Это мое расчетное количество петель 104 плюс 1 петля для замыкания в круг. Буду выполнять узелковый наборный край. Для этого на указательный палец кладу
рабочую нить кончиком к себе, захожу спицей под ниточку, делаю оборот вот так на себя, сформировала петельку, придерживаю пальцем и подхватываю рабочую ниточку вот так вот на себя тоже. Образовалась петля. Это первая петелька. Далее нить у меня на указательном пальце. Захватываю спицей вот так вот ниточку из-под пальца. Затем завожу спицу под рабочую нить снизу и протягиваю ее в образовавшееся кольцо. Придерживаю указательным пальцем и затягиваю петлю. Сильно затягивать не нужно. Снова нить под указательный палец. Захожу сзади под ниточку. Затем под нить рядом с большим пальцем и протягиваю в кольцо. Затягиваю. Под указательным пальцем ниточку подхватываю. Затем веду спицу вниз и подхватываю нижнюю ниточку и в кольцо. Затягиваю петлю. И таким образом набираю петли. Я набрала необходимое количество петель на спице, и теперь мне нужно замкнуть в круг. Для этого я разравниваю все петельки, чтобы они не перекрутились. Можно это делать вот так вот на столе. Вот, разровняла. У меня леска длинная, поэтому я буду вытягивать петлю, ну вот где-нибудь здесь. Это не так важно. Вот так я вытягиваю здесь петельку. И вот здесь где-нибудь петлю вытягиваю. Придерживаю. И где-нибудь, ну вот здесь можно вытянуть. В двух местах, чтобы удобно было замкнуть в круг. Аккуратненько все это поправляю. Здесь тоже петельки все разравниваю. Здесь тоже у меня все ровненько получилось. Так, и теперь снимаю с левой спицы первую петлю вот эту на правую спицу, а затем левой спицей захожу вот в крайнюю петлю, которая была на правой спице, и протягиваю ее через снятую петлю. Вот так. Хорошенечко затягиваю. Надеваю ее обратно. Еще раз подтягиваю все. И дальше начинаю вязать резинку 1 на 1. Эту первую петельку снимаю. И дальше, начиная с изнаночной, вяжу резинку 1 на 1. Для того, чтобы резинка получилась ровненькая, аккуратная, левую спицу, если вы вяжете разъемными спицами, можно поменять на меньший номер. Например, вот эта правая спица у меня 3,5, а левая спица может быть 3 или 2,75. И вяжу резинку по кругу, пока не достигну необходимой мне высоты. Я провязала резинку необходимой высоты, вязала я ее спицами номер 3,5, и сейчас буду делать обработку, но перед этим я поменяла спицы на полный размер меньше. Правую спицу я поставила номер 2,5, а левая спица у меня номер 2.
Так я сделала для того, чтобы легче было выполнять прибавления, потому что прибавления будут выполняться справа и слева от лицевой петли. Вот в этом ряду я буду их делать. И последний ряд у меня был провязан спицами номер 3,5, а петли я пересняла на спицы, которые на номер меньше. И вот в этом ряду уже начну делать обработку. Изнаночную петлю я провязываю как есть изнаночной. А вот справа и слева от лицевой петли я буду делать прибавление. Поднимаю протяжку, вот эту, которая у нас между изнаночной петлей и лицевой петлей, вот она протяжечка. Поднимаю ее вот так, движением от себя. Надеваю на спицу. И теперь мне необходимо ее провязать лицевой скрещенной. То есть я ее вот так вот немножечко к себе подтягиваю, пальцем прижимаю и провязываю за переднюю стеночку. Вот, провязала. Затем я вяжу лицевую петлю. И теперь с левой стороны от лицевой петли я также делаю прибавление из протяжки. Только теперь я протяжку поднимаю уже движением к себе. Вот так. Надеваю на спицу. И можно даже вот не снимать, не вытаскивать правую спицу, а сразу же провязывать ее лицевой скрещенной, также за переднюю стеночку. Далее я снова вяжу изнаночную петлю и опять повторяю то же самое действие. Беру протяжку, поднимаю ее вот так вот движением от себя, спереди получается. Надела ее на левую спицу и провязываю лицевой скрещенной вот так вот за переднюю стеночку. Провязала. Далее вяжу лицевую петлю и слева от лицевой поднимаю уже движением на себя протяжку и провязываю лицевой скрещенной. Снова у меня изнаночная петля и дальше делаю все то же самое. Вяжем таким образом до конца ряда. Я провязала ряд с прибавками и теперь вяжу следующий ряд по рисунку. Изнаночные петли вяжу изнаночными, лицевые петли вяжу лицевыми, то есть прибавленные петли тоже вяжу лицевыми. Вот у меня получается изнаночная, затем идут 3 лицевые, снова изнаночная, 3 лицевые, и так вяжу до конца ряда. Я провязала второй ряд по рисунку. Провязываем также еще один ряд по рисунку. Вот у меня ряд начинается с изнаночной петли. Провязываю изнаночную, 3 лицевые, изнаночную, 3 лицевые и так далее. У меня провязан третий ряд по рисунку. И в четвертом ряду я уже буду делать убавление. И поменяю спицы на номер 3,5 для вязания основного полотна. Первую петлю изнаночную я провязываю изнаночной, а вот эти 3 петли я должна буду убавить и вывязать из них одну петлю, но так, чтобы у меня вот эта центральная петля была посередине. Для этого я снимаю первые 2 петли, завожу левую спицу вот так вот в первую петлю,
Снимаю среднюю петлю со спицы и переодеваю ее снова на правую спицу. И таким образом она у меня получится посередине. Надеваю ее на левую спицу и провязываю 3 петли вместе за заднюю стеночку лицевой. Вот она у меня получилась посередине. Далее провязываю изнаночную снова и повторяю. 3 вместе провязываю с центральной петлей посередине. Снимаю 2 петли на правую спицу, затем левой захожу вот в эту вот крайнюю первую петлю, снимаю центральную петлю со спицы и снова переодеваю ее так, чтобы она оказалась у меня вот так поверх на правой спице. Надеваю ее снова на левую спицу и провязываю все 3 лицевой. Вот так получаются такие вот бугорочки. Вяжем так до конца ряда. Если таким способом провязывать 3 петли вместе тяжело, то можно еще выполнить вот таким способом. Снимаем также 2 петли, точно так же заходим левой спицей в крайнюю петлю, вытаскиваем спицу, но не переодеваем ее на левую спицу, провязываем вот эти 2 петли, 2 вместе лицевой за переднюю стеночку, и затем протягиваем их через снятую петлю. Точно так же у нас получается она посередине. Также изнаночная, давайте еще раз покажу. Снимаем 2 петли, заходим левой спицей в крайнюю, снимаем, но не переодеваем ее на левую спицу, а провязываем 2 вместе лицевой, а затем протягиваем через снятую петлю. И так вяжем до конца ряда. Я подготовила маркеры разных цветов для того, чтобы отметить петли регланных линий и разворотные петли. Вот у меня начало ряда перед регланной петлей. Вот эту вот петлю я отмечу белым цветом, и в этот раз хочу повесить вот прямо на петлю маркер. Вот так вот я сделаю. Так будет удобнее, потому что у меня регланная петля одна, она будет изнаночная, будет отличаться от других, ее будет заметно, чтобы не вешать по одному маркеру слева и справа. Все, вот регланная петля получается. Дальше слева от регланной петли у меня будут петли спинки, а справа от регланной петли будут петли рукава. Соответственно, я сейчас отмечу вторую регланную линию справа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот 12 петель рукава. Вот эта петелька у меня будет регланная. Вот, тоже на нее прямо вешаю маркер. Далее, в эту сторону у меня, получается, идут петли переда, а сюда у меня идут влево, получается, петли спинки. Значит, я должна от регланной линии отсчитать в левую сторону, по моим расчетам, 35 петель. Значит, отсчитываю 35 петель и устанавливаю следующий маркер. То есть регланную петлю я, конечно же, не считаю. Вот 35-я петля. И на следующую петлю я вешаю маркер. Вот она у меня опять изнаночная получается. Далее 12 петель рукава у меня будет.
12 петель рукава. Отсчитываю от следующей петли также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И на следующую петлю устанавливаю маркер. Так, ну и, конечно же, я пересчитаю, чтобы у меня вот здесь вот количество петель по переду тоже совпадало. Я пересчитала уже за кадром, все у меня совпадает, все правильно. Теперь буду устанавливать петли разворота. Развороты по рукавам я сделаю оранжевым цветом. Развороты по переду у меня будут вот такие бронзовые и по спинке золотые. Беру оранжевый маркер. И вот получается от спинки, если двигаться вот сюда в правую сторону, у меня будет 4 петли первые, да, и потом разворот, ну вот так вот удобно их на лесочку переместить. Так, 4 петли и разворот. Вот здесь вешаю маркер. У вас может быть другое количество, ориентируйтесь на свои расчеты. Дальше у меня будут 3 петли идти. После 3 петель следующий разворот. Вешаю маркер. И еще 3 петли. Последний разворот по рукаву. Вот так. Теперь то же самое по спинке. Получается, беру уже золотые маркеры. По спинке от регланной петли ее в стороночку, не считаем мы ее. 1, 2, 3, 4. И вот здесь первый разворот. Затем тоже у меня следующие 3 петли. Разворот после 3 петель. И последние 3 петли. Также устанавливаю маркер за ними. То же самое делаю с другой стороны. То есть вот получается у меня петли спинки, это у меня золотые маркеры. Вот я двигаюсь в левую сторону, и вот у меня следующая регланная петля, которая граничит со спинкой и рукавом. Значит, от нее получается в обратном порядке также, да, я отсчитываю 1, 2, 3, 4 петли и устанавливаю маркер первого разворота с другой стороны, да, по спинке. Затем у меня будет 3 петли. Также 1, 2, 3. Устанавливаю маркер. И еще 3 петли последние. Вот сюда я его ставлю. Теперь то же самое делаю с петлями рукава. Вот получается со стороны спинки. Вот отсюда у меня пойдут 4 петли. Отсчитываю и устанавливаю маркер. Дальше 3 петли. И еще 3 петли. Вот, все. Расставила маркеры по рукавам и по спинке. Теперь остались петли переда. Ну, вот здесь вот, конечно же, между маркерами обязательно пересчитываем, сколько петель должно быть по расчетам, чтобы все совпадало. То же самое теперь я делаю с петлями переда. Петли переда у меня получается тоже вот между белыми маркерами вот этими. Вот они остались у меня, вот я их держу. И сейчас я буду расставлять маркеры по петлям переда. Вот где у меня будут развороты с одной стороны, да, и в обратном порядке с другой стороны. Ну, давайте я это уже сделаю за кадром и вернусь к вам, когда у меня все маркеры уже будут расставлены. Здесь мы все по такому же принципу действуем, вот, ничего нового уже нет.
Вот такая гирлянда из маркеров у меня получилась в итоге. Я еще раз все пересчитала, чтобы потом не пришлось перевязывать. В общем, сколько петель между этими маркерами последними у меня получилось. Вот, все у меня совпадает. Вот как в известной пословице, да, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Если перевести ее на язык вязальщицы, то она будет звучать примерно так. 7 раз пересчитай, 1 раз свяжи, да? Вот. Я очень не люблю перевязывать, поэтому предпочитаю еще раз все перепроверить и пересчитать. Так, и устанавливаю маркер начала ряда. Он у меня будет вот такой красивенький. Ряд у меня начинается, как я уже говорила, с регланной петли, поэтому вот я поставила маркер, я буду начинать сразу с прибавления. Итак, маркер я отодвинула на правую спицу и сейчас делаю прибавление сразу. Вот таким образом делаю петлю влево. Вы можете делать прибавление любым другим способом. Петлю влево вот так вот сделала, надела на спицу. Провязываю изнаночную петлю регланную. Прибавление делаю теперь вот так вот в другую сторону. Вот. Далее провязываю петли, вот эти вот 4 петли в спинке. Вяжу просто лицевыми. 1, 2, 3, 4. Все, довязала до маркера. Снимаю этот маркер, разворачиваю вязание. Так, снимаю эту петлю на правую спицу и перекидываю вот так вот рабочую нить за спицу, затягиваю хорошенько, чтобы у меня получилась сдвоенная петля. Ее хорошо видно, поэтому маркер здесь не нужен. Вяжу изнаночный ряд, в котором никаких прибавлений я не делаю. Вот прохожу эти 4 петли провязанные. Дальше у меня регланная петля, вот она, лицевая. Так, здесь у меня прибавленная петелька. Переснимаю маркер начала ряда, и вот я уже вяжу петли рукава. Так, 1, 2, изнаночная петля у меня, да, 3 и 4. Все, вот у меня маркер, первый маркер по рукаву. Я его снимаю, разворачиваю вязание. Здесь у меня получается на этой стороне уже петля лицевая, поэтому я ее снимаю вот так, как лицевую за переднюю стеночку. И ниточку перетягиваю сюда на себя. Вот так завожу за спицу ее. Все, получилась сдвоенная петелька. Хорошенько так прям ее натягиваю. И вяжу теперь уже этот ряд с прибавлениями. Провязываю лицевые петли до маркера. Так, вот у меня перед маркером прибавленная петля. Провязываю ее. Делаю снова прибавление. Вот так вот. Хорошо затягиваю. Переснимаю маркер начала ряда. Вяжу регланную линию, регланную петлю. Затем снова мне нужно сделать прибавление, но уже в другую сторону. Вот так. Провязала. Вот у меня прибавленная петля, провязываю ее. Далее вяжу следующие петли спинки. Так, вот у меня сдвоенная петля, да, я захожу в нее вот так вот, как будто бы провязываю 2 вместе, вот прям в раскол, да, вот эту петлю захожу вот так. Провязываю ее, хорошенечко подтягиваю. И дальше у меня получается 3 петли еще мне нужно спинки захватить. Провязываю 1, 2, 3 петли спинки. Снимаю эту петлю, поворачиваю вязание. Вот так же ее затягиваю. Перетягиваю ниточку на другую сторону. Хорошенечко ее подтягиваю и вяжу изнаночный ряд без прибавлений.
просто изнаночными петлями. Так, здесь у меня прибавленная петля, тоже изнаночную ее провязываю. Это у меня регланная петля изнаночная. Тут вот снова у меня прибавленная петля, вяжу ее лицевой, изнаночной хорошенечко подтягиваю, чтобы не образовалось отверстий, и вяжу дальше. Вот у меня сдвоенная петля получается. Мне нужно ее провязать изнаночной, да, но провязывать я ее буду за заднюю стеночку. Вот там сзади ее вот так вот подхватываю, вот так туда захожу и провязываю изнаночной. Вот таким образом. Хорошенечко тоже все подтягиваю. Провязываю еще 3 петли. Вот, захватила еще 3 петли, снимаю маркер, поворачиваю вязание. Эту петлю лицевую я вхожу в нее вот так вот, как лицевую, да, за переднюю стеночку, на себя ниточку подтягиваю, завожу за левую спицу и вяжу лицевыми. Этот ряд у меня с прибавлениями вдоль регланных линий. Провязываю лицевыми. Так, вот у меня прибавленная петля вдоль регланной линии. Перед маркером я делаю прибавление. Провязываю регланную линию, регланную петлю и делаю прибавление уже в другую сторону. Так, вяжу лицевыми петлями. До следующего разворотного маркера. Он мне получается по спинке вот последний. Так, сдвоенная петля, провязываю ее как 2 вместе, как будто бы, и вяжу дальше лицевые 1, 2 и 3. Провязала, убираю маркер, разворачиваю вязание. Так, здесь тоже все подтягиваю на изнаночную сторону и вяжу изнаночными. Этот ряд у меня без прибавлений. Так, вот у меня прибавленная петля, я провязываю ее изнаночной, подтягиваю. Регланная петля, вот эти маркеры уже можно в принципе убрать, регланные. Так, вот у меня сдвоенная, я провязываю ее за заднюю стеночку вот так вот, изнаночной, хорошенько подтянула и дальше вяжу изнаночными. 1, 2 и 3. Все. Последний маркер рукава снимаю, разворачиваю вязание. И вот сейчас смотрите, у меня получается провязан
скос по рукаву, здесь сделаны прибавления, все. И сейчас я буду вязать уже по спинке, получается, до следующего рукава. Захвачу вот эти петли, затем петли спинки, потом опять вот эти петли, вот эти. То есть я буду делать развороты теперь по спинке и по рукаву, да, уже с другой стороны. То есть этот ряд у меня будет еще и по спинке, да, полностью все петли спинки захватывать. Вот делаю разворотную петлю. Ряд у меня лицевой, поэтому я делаю прибавление. Перед маркером делаю прибавление. Снимаю маркер начала ряда, регланную петлю вяжу и затем в другую сторону. Вот так. Здесь у меня уже хорошо виден скос, который образуется при таком методе провязывания. Так, удвоенная петля разворотная, и дальше петельки пошли уже в спинке. Это у меня разворотные петли с другой стороны. Вот так вот поправлю, чтобы они у меня были на виду, не перекручивались. Так, и эти петли спинки я пока что все провязываю. Мне нужно дойти до рукава. Добралась до регланной петли. Здесь я делаю прибавление. Хорошенечко подтягиваю. Так, и вяжу лицевыми до первого разворотного маркера. Вот у меня 4 петли. Снимаю этот разворотный маркер, разворачиваю вязание и вяжу в сторону спинки. Буду захватывать 4 петли спинки. Ряд изнаночный, поэтому никаких прибавлений я в этом ряду не делаю. Так, петли. Вот они у меня прибавленные. Скрещенные получаются накиды. Вторая прибавочка, да? Провязываю ее. Так, все, вот я дошла до разворотной петли. Поворачиваюсь. И вяжу лицевой ряд
с прибавлениями вдоль регланной линии. Прибавила петельки. Далее у меня сдвоенная петля, провязываю ее и вяжу еще 3 петельки, захватываю 3 петли рукава, захватила, снимаю маркер, разворачиваю вязание, вяжу изнаночный ряд без прибавлений, изнаночными петлями. Так, скрещенный накид. Здесь у меня сдвоенная петля, я ее провязываю за заднюю стеночку. Так, хорошенько подтягиваем. Добралась до следующего маркера, снимаю его и разворачиваюсь. Вяжу лицевой ряд, в котором делаю прибавление вдоль регланной линии. Так, вот дошла до нее и делаю прибавление. Последняя петля. Последние петли подхватываю по рукаву. Вот у меня разворотная. И последние 3 петельки. Раз, 2 и 3. Разворачиваю вязание. И сейчас у меня будет последний разворот по спинке. Подхватываю петлю, затягиваю, вяжу изнаночный ряд без прибавлений. Сдвоенную.
последние 3 петли. И вот сейчас получается, смотрите, я провязала вот эти скосы по плечам, приподняла плечи с одной стороны и с другой стороны. И сейчас я буду вязать укороченные ряды с захватом петель переда. Вот таким образом. Туда-сюда, туда-сюда. То есть это пойдет первый ряд уже с захватом петель переда. Итак, этот лицевой ряд у меня уже пойдет с разворотами, с захватом петель переда. Выполняю разворотную петлю. Так, ну и как всегда у меня лицевой ряд здесь получается с прибавлениями по регланным линиям. Так, вот дохожу до регланной линии. Прибавление 1, 2. Так, вот у меня разворотная петля, тоже провязываю ее, подтягиваю хорошенечко. И вот здесь внимательно, смотрите, у меня белый маркер, это у меня регланная петля. Так, лицевой провязываю, а регланную петлю я должна буду провязать изнаночной. Но сначала делаю прибавление. Так, петлю регланную я провязываю изнаночной. Прибавление с левой стороны. Далее вяжу лицевую петлю, и вот у меня здесь же маркер. Снимаю этот маркер, разворачиваю вязание, и сейчас у меня пойдет изнаночный ряд. Так, изнаночный ряд. Вот здесь у меня получается прям, конечно, неудобно, потому что только что вот прибавила петлю, и ее нужно провязать изнаночной. Это сложная достаточно задача, но ничего. Так, вот все равно, как бы я ни настраивала камеру, все равно шумят маркеры. Так, прибавленная петля, регланная линия, снова прибавленная петля, так, это у меня сдвоенная, поэтому вяжу ее за заднюю стеночку.
Маркер начала ряда прошла. Хорошенечко подтягиваю здесь. И вот подбираюсь к петлям переда. Провязала сдвоенную. Так, и здесь оставшиеся петли рукава, у меня они изнаночные, да, потому что это изнаночная сторона. Далее, так, это у меня маркер, получается, вот он, регланной линии, значит, перед ним петля вяжется по изнаночной стороне изнаночной. Так, и сама петля регланной линии у меня лицевой. В этом ряду я не делаю никаких прибавлений, да, как мы помним. Так, подбираюсь к белому маркеру, смотрю, где он у меня тут висит. Вот с этой стороны, получается, на лицевой петле, с лицевой стороны. Значит, вот эту петлю я провязываю изнаночной, а вот эту лицевой петлей. Это регланная линия. И еще одну петлю, получается, провязываю изнаночной, вот эту. Это же у меня резинка еще. Вот она, это петли переда пошли. Маркер снимаю и разворачиваю вязание. Так, здесь у меня что получается? Я снимаю вот эту петлю, она у меня сдвоенная. И сейчас я должна буду сделать еще и прибавление, да, потому как у меня лицевой ряд. Вот такая вот красота у меня тут получается. Изнаночная и так вот, прибавление с левой стороны от регланной петли и вяжу дальше в обратную сторону и буду захватывать следующую петлю с лицевой стороны, следующую петлю по переду. Всего у меня получается 5 таких единичек. Так, вот дошла снова до регланной линии, делаю здесь прибавление перед маркером, маркер снимаю, регланная линия, так, в эту сторону.
Сдвоенная петля. Еще одна петелька переда. Снимаю маркер. Разворачиваюсь. Изнаночный ряд без убавлений, изнаночный ряд без прибавлений, И вот я захватываю еще одну петлю переда с изнаночной стороны, снимаю следующий маркер. Тут у меня зацепился чуть-чуть, поэтому я его вот так вот разомкну. Поворачиваю вязание и буду вязать по лицевой стороне.
Здесь у меня изнаночная регланная петля, поэтому делаю прибавление. И, в общем-то, маркер регланной петли можно уже снять, потому что они уже не нужны. Четко видно эту изнаночную петлю. Лишний маркер убираем. Захватываю следующую лицевую петлю. Это у меня лицевая сторона, хоть она у меня здесь петля изнаночная, но это же петля резинки еще, да, поэтому я ее провязываю лицевую. Снимаю очередной маркер. И продолжаю вязать по изнаночной стороне. Изнаночный ряд без прибавлений.
Следующая петля, она у меня здесь лицевая, но это петля резинки. Я по изнаночной стороне ее провязываю изнаночной. Вот так. Снимаю маркер. Разворачиваюсь и вяжу по лицевой стороне с прибавлениями по регланным линиям. И еще одну петельку захватываю, снова снимаю маркер. Так, вот уже смотрим, у меня уже осталось 4 разворота по переду с этой стороны, а с той стороны еще 5 разворотов, да, получается. Продолжаем. Изнаночный ряд без прибавлений.
Еще одну петлю захватываю, разворачиваю вязание и вяжу по лицевой стороне с прибавлениями петель вдоль регланных линий. Захватываю следующую петлю, вяжу ее лицевой, да, потому что у меня лицевая сторона. Снимаю следующий маркер. Так, и тут у меня уже пойдут в следующем ряду 2 петельки я буду захватывать, разворачиваю вязание, перетяжечку делаю. И вяжу изнаночный ряд без прибавлений.
Захватываю еще одну петлю, поворачиваюсь на лицевую сторону и вяжу лицевой ряд с прибавлениями вдоль регланных линий. Так, здесь у меня 2 петли, подхватываю их, провязываю 2 петли, снимаю маркер, разворачиваюсь и вяжу по изнаночной стороне изнаночными петлями. И с той стороны у меня тоже будут 2 петли, которые мне нужно будет провязать и развернуться, в общем, перед разворотом. Вяжу без прибавлений.
Так, провязываю 2 петли, продвигаюсь, получается, вот на 2 петли вперед, снимаю маркер, вот у меня остается тут 2 разворота с этой стороны, поворачиваюсь и вяжу лицевой ряд. С прибавлениями вдоль регланных линий. Так, прибавление. Провязываю 3 петли с этой стороны, снимаю маркер, и с этой стороны у меня уже, смотрите, последний разворот остается. В общем, близимся к финалу. Вяжу изнаночный ряд без прибавлений.
И вот у меня 3 петли провязываю изнаночными их. Снимаю маркер, тоже здесь остался один. Так, сейчас я делаю последний разворот с этой стороны. Вот у меня, видите, маркер этот висит, последний остался. И вяжу по лицевой стороне с прибавлениями вдоль регланных линий. Провязываю последние 4 петли с этой стороны, вяжу их лицевыми и делаю последний разворот.
Вяжу изнаночный ряд без прибавлений.
Провязываю последние 4 петли изнаночными. А вот эту самую последнюю петлю перед маркером я провяжу лицевой, потому что когда мы будем сейчас вот в следующем ряду переходить уже на круговое вязание, эта петля у нас, если ее провязать как обычно, она повернется другой стороной, и потом будет много мороки с ней. Вот, поэтому я ее сразу вот подготавливаю, и маркер этот не снимаю, чтобы вам потом продемонстрировать, что она выглядит как обычная разворотная петля и не требует каких-то особенных действий. Снимаю как изнаночную, подтягиваю назад, хорошенечко прям подтягиваем, не стесняемся, и вяжем лицевой ряд с прибавлениями вдоль регланных линий. И этот ряд у нас уже будет круговой. Точнее, с этого ряда начинаются у нас круговые ряды. Так, вот пошли петли переда уже.
разворотная петля сдвоенная, которая у нас была в лицевом ряду последнем. С ней у нас ничего не требовалось делать, но самая обычная разворотная петля, вяжем ее как обычно. Здесь у меня идут лицевые петли, которые оставались посерединочке. Вот вяжу их прям туго. И подбираюсь вот к той разворотной петле, самой последней, которая была в изнаночном ряду. И, как вы помните, я провязала ее лицевой. Так, вот снимаю маркер. И вот смотрите, как она выглядит. То есть я ее сейчас беру вот так вот, как две вместе провязываю. Вот таким образом. И все. И ничего мне с ней делать не нужно дополнительно. Она вот так вот выглядит. Все с ней хорошо. Все, продолжаю вязать. Круговые ряды. Точнее, завершаю этот круговой ряд. Вот у меня осталась здесь, получается, еще одна регланная линия. Так, это уже у меня получается ряд провязанный с прибавлениями. Кусочек ряда, точнее, да, вот этот вот. И все, начинается новый ряд. Он уже идет такой, как изнаночный, да. Только вяжу его, вяжем мы в круговых рядах все время лицевыми петлями. Ну и я уже буду менять здесь ритм прибавлений по своим расчетам. Так, вот что получается в итоге. Сейчас, конечно, это выглядит не очень. Нужно переходить на другие спицы, с другой леской точнее. И покажу вам уже. Вот так в итоге у меня получилось. Я уже перевела, провязала еще один ряд спицами с более длинным тросиком. Вот это получается перед, то есть по переду у меня тут провязано сколько получается, 2, да, рядочка. Вот, как видите, никаких дырочек, да, у меня тут нет. Ну, на разворотах я имею в виду, да, не видно нигде ничего. Все отлично это смотрится. Я, кстати, раньше провязывала всегда после кетлевки еще один ряд лицевыми петлями и уже потом делала, вязала укороченными рядами. Но тогда все равно были разворотные петли видны. А вот когда этот ряд не провязывать, то получается, что их и не видно вовсе. И мне вот такой вариант нравится гораздо больше. В общем, здесь у нас получились и скосы плеч, как видим, да, у нас вот они, видно, да, вот они идут. То есть у нас не прямое полотно, рукава вот так не по прямой идут, вот так, да, а у нас идет такой скос анатомический, правильный. Далее горловина получилась, смотрите, горловина идеально круглая, очень красивая. По переду такой замечательный получился вырез. И по спинке у нас тоже, видите, она неровная вот такая, да, если вот листочек приложить и посмотреть, да, то мы увидим, да, что она
неровная вот по отношению к листочку, то есть тоже есть вот такое вот углубление, что анатомически является правильным вариантом. И посадка изделия получается очень красивая. Так, ну все, я буду на этом заканчивать. Если вам видео было полезно, ставьте, пожалуйста, ваши реакции, пишите комментарии. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч!